Американские военные открыли огонь по иранскому нефтяному танкеру. Саудовская Аравия и Кувейт сняли запрет и разрешили военным США использовать базы для операции «Свобода». В ООН США и Бахрейн представили проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки и убрать мины в Ормузском проливе, но предполагают, что получат вето со стороны России и Китая. «Мы, Россия, не союзник в войне против Украины», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва встретился с Дональдом Трампом. Говорили за закрытыми дверями. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США нанесли удар в районе Ормузского пролива. По данным американских СМИ и заявлений иранской стороны, американские силы атаковали иранский нефтяной танкер, а затем были нанесены удары по районам Бендер-Аббаса и острова Кешем, стратегическим точкам на юге Ирана. После этого Тегеран заявил об ответной атаке по американским кораблям в проливе. Если бы тот иранский танкер был загружен нефтью, у него не было бы руля, по которому можно было ударить, он находился бы ниже ватерлинии. Это первый случай в истории, когда F-18 Super Hornet атаковал танкер пушечным огнем. Центральное командование США опубликовало заявление по поводу инцидента. Американские силы неоднократно предупреждали и уведомляли судно под иранским флагом о том, что оно нарушает американскую блокаду. После того, как экипаж судна «Хазан» не выполнил повторные требования, американские силы вывели из строя руль танкера. «Хазан» больше не следует в Иран. Таким образом, F-18 открыл огонь по рулю незагруженного иранского нефтяного танкера, который пытался прорвать блокаду по пути в Иран, пока неизвестно, откуда именно он следовал. Иранское государственное телевидение сообщило, что после удара США вражеские подразделения в районе Ормузского пролива попали под ракетный обстрел и были вынуждены отступить. Несколько минут назад появились сообщения о том, что возле острова Кешем были слышны звуки взрывов. После этих сообщений информированный военный чиновник заявил, что после того, как агрессивные американские военные атаковали иранский нефтяной танкер, враждебные силы противника в районе Ормузского пролива подверглись иранскому ракетному удару и после получения повреждений были вынуждены отступить. В Тегеране утверждают, что под удар попали американские эсминцы, которые затем начали отход в сторону Оманского залива. Подтверждения этим заявлениям со стороны США пока нет. Также ночью сообщалось о работе иранской ПВО не только на юге страны, но и в районе Тегерана. Иранские медиа и международные издания писали о перехвате беспилотников и ракетной активности в небе над столицей и побережьем Персидского залива. По данным Тасним и Фарс, над Бендер-Аббасом и Кишмом были сбиты как минимум 2 беспилотника. Одновременно движение через Ормузский пролив практически остановилось. По данным CNN, в Персидском заливе сейчас находится более 1500 судов, многие из которых перевозят нефть. Военные эксперты предупреждают, даже при сохранении перемирия регион остается на грани прямого морского столкновения между США и Ираном. После паузы США готовятся вернуть военное сопровождение торговых судов в Ормузском проливе. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих военных баз и воздушного пространства американскими силами. Эти ограничения были введены после начала операции «Проект Свобода», которую администрация Дональда Трампа объявила для защиты коммерческого судоходства на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. По данным издания, именно отказ ряда стран Персидского залива полноценно поддерживать операцию стал одной из причин, почему миссию пришлось временно остановить спустя примерно 36 часов после запуска. Теперь, после согласования с Эр-Риядом и Кувейтом, Вашингтон снова рассматривает возможность патрулирования и сопровождения судов силами военно-морских сил и авиации США. В публикации отмечается, что Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, через который проходит значительная часть глобального экспорта сырья. Американские чиновники говорят, что точные сроки возобновления операции пока не утверждены. Однако в Пентагоне не исключают, что это может произойти уже на этой неделе. В Тегеране сотни людей вышли на митинг в поддержку иранского руководства и вооруженных сил страны. Участники акции размахивали флагами, скандировали антизападные лозунги и заявляли о готовности продолжать сопротивление в случае нового конфликта. Часть собравшихся также высказалась за переговоры, но только при условии сохранения позиции Ирана. Мы останемся здесь и будем поддерживать вооруженные силы столько, сколько наш лидер будет нам говорить. На мой взгляд, Дональд Трамп не осмелится сделать это, потому что мы сами тоже сверхдержава, и я больше не думаю, что они нападут на нас. Это может произойти только если они снова решат поступить глупо, потому что обычно они не действуют разумно. Говорят, мудрый человек не повторяет одну и ту же ошибку дважды, но, к сожалению, мы не видим у них мудрости. Однако даже при отсутствии мудрости они понимают, что не должны делать этого снова.
Перемирие должно существовать только в том случае, если будет совершенно ясно, что ситуация урегулирована, то есть они больше не осмелятся нападать ни при каких обстоятельствах. Если это может повториться снова, тогда абсолютно никто, не только лично я, но и народ в целом, не хочет никакого перемирия. Мы должны стоять до самого конца и показать миру нашу честь до самого конца. Если переговоры направлены на закрепление того, чего мы добились в этой войне, то почему бы и нет? Мы получили определенные достижения и преимущества, и теперь должны их закрепить. Если мы можем закрепить их через переговоры, это, конечно, хорошо. В противном случае, то, чего они не смогли добиться войной, они точно не смогут добиться переговорами. Если действительно говорить, кто выиграл эту войну, то это был Иран, поэтому первоначальная атака была ошибкой. Если они нападут снова, это снова будет ошибкой. Все зависит от них, они способны на такое, но я надеюсь, что этого не произойдет. Израиль и Хезболла продолжают обмен ударами, несмотря на объявленное в апреле перемирие. На юге Ливана вновь поднимается дым после серии израильских атак. Армия Израиля заявила об уничтожении командира элитного подразделения «Радван» в пригороде Бейрута. Это первый удар по ливанской столице с момента прекращения огня. В ответ Хезболла продолжает обстрелы и запускает беспилотники по израильским позициям у границы. По данным Минздрава Ливана, с начала нового витка конфликта погибли более 2700 человек, свыше миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у боевиков больше нет иммунитета даже в Бейруте. Вчера вечером мы ликвидировали командира сил Радван Хезболлы в самом центре Бейрута. Это тот самый высокопоставленный террорист, который руководил планом захвата севера Израиля. Он думал, что сможет и дальше координировать атаки против наших военных и наших граждан из своего тайного штаба в Бейруте. Вероятно, он читал в прессе, что у него есть иммунитет в Бейруте. Так вот, теперь это уже не так. За последний месяц мы ликвидировали более 200 террористов Хезболлы, действовавших против граждан Израиля и израильской армии. То же самое мы делаем и в Газе. Уничтожаем террористические ячейки. Я говорю нашим врагам предельно ясно. Ни у одного террориста нет иммунитета. Каждый, кто угрожает государству Израиль, заплатит за это цену. Reuters сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты начали использовать скрытые схемы поставок нефти через Ормузский пролив на фоне угроз со стороны Ирана. По данным агентства, как минимум 4 танкера прошли через пролив с отключенными системами автоматического слежения, чтобы снизить риск возможных атак или перехвата. Всего было вывезено около 6 миллионов баррелей нефти с терминалов в Персидском заливе. Как отмечает агентство, эти объемы значительно ниже обычного экспорта ОААЭ до начала американо-израильской операции против Ирана. Однако сами поставки показывают, что экспортеры и покупатели готовы идти на повышенные риски ради сохранения торговли нефтью. По информации агентства, часть танкеров меняла маршрут и скрывала данные о своем местоположении на наиболее опасных участках пути. На фоне обострения ситуации другие страны региона действуют осторожнее. Ирак, Кувейт и Катар частично сократили поставки через Ормузский пролив. А Саудовская Аравия переориентировала часть экспорта на маршруты через Красное море. Ормузский пролив остается одним из важнейших нефтяных маршрутов мира. Через него в обычных условиях проходит до 5-й части мировых поставок нефти. США и Бахрейн представили в Совбезе ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки и убрать мины в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что речь идет о защите свободы судоходства и мировой торговли. По данным дипломатов, документ может столкнуться с вето России и Китая. Мы подготовили эту резолюцию совместно с Бахрейном и тесно работали с остальными нашими друзьями в странах Персидского залива и по всей системе ООН. Потому что верим в некоторые базовые фундаментальные принципы, а именно свободу судоходства для экономик всего мира. И именно это сейчас поставлено на карту, не меньше, чем один из краеугольных камней мировой стабильности и торговли. И те, кто злоупотребляет этим или пытается это разрушить, создают крайне опасный прецедент. Это должно быть простым требованием. Убрать мины из международного водного пути, прекратить незаконное взимание пошлин. Мы должны рассматривать эти нарушения здесь, в Совете, и должны спросить себя, если страна решает выступить против столь простого предложения, действительно ли она хочет мира? Пока для людей по всему миру растут цены на энергию и продукты,
А помощь не доходит до тех, о ком страны Совета заявляют, что заботятся, что это говорит об ООН, что это говорит о странах, соблюдающих международное право, и что это говорит об их выборе. Сейчас время выбирать. Выбирают ли страны Совета поддерживать режим, который уничтожает собственный народ, терроризирует соседей и душит мировую экономику? Или они поддерживают сияющие города Манаму, Кувейт, Дубай, Эр-Рияд, Доху, людей, которые стремятся к лучшему будущему не только для своих стран, но и для региона и всего мира? Я знаю, какое решение принимают Соединенные Штаты. Мы выбираем свободу судоходства. Мы выбираем международное право. Мы выбираем поддержку наших партнеров и движение вперед. Поэтому мы даем ООН и Совету Безопасности еще один шанс вернуться к основам, отстоять эти базовые принципы и опереться на резолюцию 2817, принятую без возражений в этом Совете при поддержке 136 соавторов. И посмотрим, какое решение Совет примет в ближайшие дни. Президент Египта Абдель-Фатах ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Оман. В аэропорту Маската его встретил султан Хайсам бен Тарик аль-Саид. После церемонии лидеры отправились во дворец, где провели переговоры и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Поездка ас-Сиси проходит в момент активных дипломатических контактов вокруг возможного соглашения между США и Ираном. По данным источников, стороны обсуждают вариант временного прекращения боевых действий, однако ключевые разногласия между Вашингтоном и Тегераном пока сохраняются. Позже ас-Сиси отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. Лидеры обсудили региональную безопасность и последствия обострения вокруг Ирана, после чего посетили военную базу и встретились с военнослужащими. Россия объявила о временном прекращении огня на период с 8 по 10 мая. В Минобороны РФ заявили, что все группировки войск должны остановить боевые действия и призвали Украину поддержать режим тишины. В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина в дни празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ. Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Владимир Зеленский тем временем раскритиковал инициативу Москвы, назвав логику российского руководства странной и неуместной. По его словам, Россия хочет провести парад, а затем вернуться к убийствам и войне. Они, россияне, хотят получить от Украины разрешение на проведение своего парада, чтобы спокойно выйти на улицы на 1 час в году, а потом снова вернуться к убийствам наших людей и продолжению войны. Россияне уже говорят об ударах после 9 мая. Логика российского руководства странная и явно неуместная. Мы также получили обращения от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют быть в Москве. Странное желание в такие дни. Мы этого не рекомендуем. Мы продолжаем переговоры с представителями президента Соединенных Штатов, с Уиткофом и Кушнером. Так же, как и 81 год назад, Америка все еще может помочь добиться мира, заняв справедливую и жесткую позицию по отношению к агрессору. Кремль заявил, что продолжение переговоров между Россией, Украиной и США невозможно без вывода украинских войск с подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва считает это главным условием для прекращения боевых действий и обсуждения дальнейшего урегулирования. Ранее такую же позицию озвучивал Дмитрий Песков. Несколько раундов переговоров прошли в феврале 2026 года в Женеве, однако мартовская встреча была отменена после начала операции США и Израиля против Ирана. Ушаков отметил, что после этого контакты в таком формате больше не проводились. Ранее Bloomberg сообщал, что Москва готова выйти из переговорного процесса, если Киев не согласится на территориальные уступки. Украинская сторона последнее заявление Кремля не комментировала.
Тем временем Financial Times пишет о подготовке возможных переговоров между Евросоюзом и Владимиром Путиным. По данным издания, председатель Евросовета Антонио Кошта заявил, что у ЕС есть поддержка Киева для попытки диалога с Кремлем. Ранее к переговорам с Россией также призывали Франция и Италия. В британском журнале The Economist вышла анонимная колонка бывшего высокопоставленного чиновника российского правительства под заголовком «Владимир Путин теряет контроль над Россией». Автор утверждает, внутри российской элиты все чаще говорят уже не о нашем проекте, а о личной войне Путина. По его словам, чиновники, губернаторы и бизнес постепенно дистанцируются от решений Кремля и воспринимают происходящее как процесс, который развивается уже независимо от самого президента. Автор статьи пишет, что система сохраняется за счет страха и репрессий, однако теряет способность предлагать обществу образ будущего. Среди причин называются затяжная война, рост инфляции и налогов, передел собственности, кризис идентичности и усиление цензуры. В публикации также говорится, что каждая новая попытка сохранить контроль лишь ускоряет внутренний упадок системы. И вдогонку к этой публикации российские медиа обсуждают недавний отъезд в США бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева. По данным СМИ, после отставки он покинул Россию через Минск и позже оказался в Соединенных Штатах. Пока нет никаких подтверждений, что именно он может быть автором колонки в The Economist, однако среди последних громких случаев бегства бывших чиновников упоминают прежде всего его. При этом о литературных и публицистических талантах Буцаева до сих пор ничего известно не было. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не поддерживает Россию в войне против Украины и не считает себя союзником Москвы в этом вопросе. Такое заявление он сделал во время правительственного брифинга, комментируя визит Владимира Зеленского в Армению и последовавшую реакцию России. Мы направили Украине гуманитарную помощь. И я говорил об Украине, знаете, когда я это сказал? То ли в 2022, то ли в 2023 году, уже не помню. Я сказал, что по вопросу Украины мы не являемся союзниками России. И вы знаете, какое важное и принципиальное значение для нас имеет Алма-Атинская декларация? И мы основываемся на Алма-Атинской декларации. Именно на этой основе строим отношения с Азербайджаном. И это наша принципиальная позиция. Украина и Швеция приблизились к соглашению по истребителям «Гриппен». В Стокгольме министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сделка может быть подписана уже в ближайшие месяцы. По его словам, Киев уже имеет план финансирования проекта. Шведский министр обороны Пол Йонсон подтвердил, что переговоры продвигаются успешно. В Стокгольме также рассматривают возможность ускоренной передачи Украине более старых модификаций «Гриппен». Эти самолеты называют одним из приоритетов для будущей украинской боевой авиации. Наши команды в министерствах в последние месяцы работали очень тесно и эффективно, и был достигнут большой прогресс в решении таких вопросов, как подготовка, производственные мощности, финансирование и так далее. Так что я рад, что мы продвигаемся вперед. Я думаю, что и в Швеции, и в Украине есть заинтересованность в том, чтобы предоставить украинцам систему Гриппен, которая очень хорошо адаптирована к украинским потребностям, начиная от рассредоточенной системы базирования и заканчивая мощной составляющей радиоэлектронной борьбы и так далее. Это хорошая платформа. Конечно, могут быть возможности и с моделями Charlie, Delta и Echo как способом войти в семейство Гриппен. Переговоры продолжаются, и они идут хорошо. У нас есть собственный план того, как финансировать этот проект, и мы работаем над этим. Сегодня мы обсуждали этот вопрос. У нас была встреча с компанией Saab. Наш президент считает, что Гриппен, и мы тоже считаем, способны изменить ситуацию в небе над Украиной. Это один из лучших самолетов в мире, и мы работаем над этим. У нас есть план финансирования, и я думаю, что через несколько месяцев это станет хорошей новостью для вашей страны, для нашей страны, и плохой новостью для россиян. На юго-востоке Мексики произошел крупный пожар на территории ярмарки в городе Вильяэрмоса. По данным властей, погибли как минимум 5 человек. Огонь вспыхнул во время концерта, на котором находились тысячи посетителей. На кадрах видно, как люди в панике покидают место происшествия, пока над территорией поднимается густой черный дым. Причины возгорания пока неизвестны. Пожар удалось взять под контроль. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Белый дом на переговоры с Дональдом Трампом. Главными темами встречи стали торговля, тарифы, безопасность и поставки критически важных минералов. Переговоры проходили в закрытом режиме, что совсем не характерно для Трампа. Журналистов не пустили в овальный кабинет, совместных заявлений перед камерами не было. Вместо привычного шоу для прессы Трамп ограничился коротким постом после встречи. Только что завершил встречу с Луисом Инасио Лулой да Силвой, очень энергичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы. Встреча прошла очень хорошо.
Наши представители должны встретиться для обсуждения некоторых ключевых элементов. При необходимости в ближайшие месяцы будут запланированы дополнительные встречи. Для Бразилии эта встреча была особенно важной после напряженности вокруг американских тарифов и конфликта из-за дела бывшего президента Жаира Болсонару. В прошлом году Трамп вводил 50% пошлины на бразильские товары, обвиняя власти страны в охоте на ведьм против своего союзника. Позже часть ограничений Вашингтон отменил, в том числе на кофе и говядину. После переговоров Лула заявил, что доволен результатом и увидел готовность к восстановлению отношений между двумя странами. Я уезжаю очень довольным этой встречей. Думаю, это была важная встреча для Бразилии и важная для США. Я всегда считаю, что такие фотографии имеют большое значение. И, как вы видели, президент Трамп, когда улыбается, выглядит гораздо лучше, чем когда он с недовольным лицом. Я уезжаю с ощущением, что мы сделали важный шаг для укрепления демократических и исторических отношений между Бразилией и Соединенными Штатами. Я уже говорил президенту Трампу в Малайзии, что хорошие отношения между Бразилией и США – это демонстрация всему миру того, что две крупнейшие демократии континента действительно могут быть примером для мира. Я сказал ему, что мы готовы создать рабочую группу со всеми странами Южной Америки, всеми странами Латинской Америки и, возможно, со всеми странами мира, чтобы сформировать сильную коалицию по борьбе с организованной преступностью. Организованную преступность нельзя победить гегемонией одной страны. Это должно быть общей задачей для всех. И у Бразилии есть в этом опыт. Американский авианосец USS «Нимец» вошел в бухту Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Корабль прибыл в Бразилию в рамках миссии Southern Seas 2026, серии совместных военно-морских учений США со странами Южной Америки. После похода вокруг континента, включая заходы в Чили и Аргентину, ударная группа авианосца проведет совместные операции с военно-морскими силами Бразилии. Учения запланированы с 11 по 14 мая. В Пентагоне заявляют, цель операции – укрепление партнерства, обмен опытом и совместная подготовка с союзниками в регионе. Вместе с авианосцем USS «Нимец» в состав ударной группы входят палубная авиация, Carrier Air Wing 17, 9-я эскадра эсминцев и эсминец USS Гридли. Southern Seas проводится уже в 11-й раз и считается одной из крупнейших морских операций США в Южной Америке. В Великобритании двух мужчин признали виновными в шпионаже в пользу Гонконга и Китая. Суд в Лондоне установил, что они собирали информацию о гонконгских продемократических активистах, которые после репрессий Пекина переехали в Британию. 65-летний Чунг Бью Юэнь, известный как Билл Юэнь, и 40-летний Чилеунг Вай или Питер Вай имеют британское и китайское гражданство. Следствие утверждало, что с конца 2023 по май 2024 года они помогали иностранной разведке и следили за оппозиционерами, на арест которых власти Гонконга ранее объявили награды. После рассмотрения дела в суде Олд Бейли присяжные признали обоих виновными по статье о содействии иностранной разведывательной службе. При этом по другому эпизоду, попытки проникновения в жилой дом на севере Англии незадолго до ареста, жюри не смогло вынести вердикт. Дело стало одним из самых громких процессов в Британии, связанных с обвинениями в транснациональных репрессиях Китая против гонконгских диссидентов за рубежом.